Прежде чем перейти к следующей интересующей меня теме, решила сделать материал про Семена Васильевича Петлюру. Пока свежие впечатления. Книг об этом персонаже предостаточно, а у меня, честно говоря, вообще нет никакого желания его исследовать. Мне он только нужен, чтобы пояснять поступки моих повстанцев. Но один момент все же заинтересовал меня. А как Петлюру воспринимали на Западе? О Скоропадском в этом контексте мы проговорили. Скоропадский был серьезным человеком, на своем месте и знал, что делал. А это очень важно для лидера страны. Не втирать народу сказки про країну мрій, а четко понимать, почему ты идешь во власть в воюющей стране. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Мы буквально пробежимся по газетам и документам, чтобы понять, как Семен Петлюра смотрелся со стороны. Это абсолютно поверхностное исследование, но хотя бы даже оно даст нам какое-то представление. Вводная такая. Как я поняла, листая старую англоязычную прессу и всякие отчеты, Запад видел в большевиках, начиная с 1917 года, то, чем они являлись на самом деле, исчадиями ада. Это все понимали. Все нормальные люди были против красных и поддерживали тех, кто с ними воюет. А те, кто помогал большевикам, значит, за них. Таким простым ходом рассуждений руководствовался западный зритель. И именно через такую логичную призму преломлялись в его голове события в Украине. И вот первый звоночек. Еще в декабре 1918 года британское командование Центрального Средиземноморья сообщает об эвакуации немецких войск из портов Черного моря и об оккупации Николаева и Одессы генералом Петлюрой. При этом характеристика Петлюры краткая – пробольшевик. То есть командующим британским флотом, видя, как Петлюра выгоняет немцев со своей страны, открывая собственными руками ворота в Украину Красной Армии, расценил это как помощь большевикам. И еще один штрих. Практически во всех газетных заметках и донесениях Петлюру называют именно генералом. Генерал Петлюра сделал то, и генерал Петлюра сделал это. У нас это как-то не выпячивается. Я погуглила и только 254 результата нашла. Потому что образование у Семена Васильевича – церковно-приходская школа и Полтавская духовная семинария. Работал он учителем, журналистом и бухгалтером. И даже во время Первой мировой, когда многие повстанцы учились военному делу в боях, то, по словам историка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Андрея Рукаса, Петлюра был неинтересен для мобилизации, но поступил на военную службу санитаром в медицинский поезд. Через влиятельных знакомых и друзей он потом перешел на службу во Всероссийский союз земств и городов, организацию, которая занималась помощью армии. Петлюра не участвовал в военных операциях, не был в окопах, не ходил в атаку, но стоял очень близко к ежедневным военным потребностям, потому что занимался всем обеспечением бытовых условий и всеми необходимыми видами материального обеспечения войска. По мне, так это интендант. Но в 1917-м по мановению волшебной палочки на Первом всеукраинском военном съезде Семена Петлюру избирают головой Украинского генерального военного комитета, а потом и генеральным секретарем военных дел. Так что никаким генералом он на самом деле не был, но в глазах Запада это генерал Петлюра в заголовках, и создавалось впечатление, что это какой-то серьезный полководец. Взялся быть генералом – соответствует. И вот 11 февраля 1919 Петлюра становится главой директории, а в марте по западным газетам пробежалась шокирующая новость. Источником называли французскую газету «Le Matin». Представьте, утром просыпается среднестатистический англоязычный буржуа от Канады до Австралии и читает 26 марта 19-го заголовок «Украинский предатель». Le Matin сообщает, что генерал Петлюра сейчас ведет переговоры с Лениным об автономии Украины в обмен на борьбу Петлюры против поляков и Антанты. Или та же самая новость под заголовком «Предложение Ленину от украинского лидера». Парижская Матен сообщает, что украинский революционный лидер Петлюра сейчас ведет переговоры с Лениным, и так далее. А вот эта же заметка вошла в другую новость о Будапештском перевороте. В сообщении выражается обеспокоенность распространяющимся большевизмом. Большевистский дух все больше чувствуется в Вене, где тысячи людей демонстрируют
демонстрировали поддержку большевистскому режиму. И Петлюра почему-то в этом контексте, что он ведет переговоры с Лениным об автономии. У нас я нигде не нашла этой новости, что Петлюра предлагал Ленину Украину в качестве автономии. Может, плохо искала, не спорю, кто найдет, подскажите. Зато я каким-то чудом нашла этот самый первоисточник в газете «Матен». Новость вышла на первой странице 24 марта 2019 года, и сразу становится ясно, почему туда приплели Будапешт. Заметка называется «Одесса. Угроза вторжения». Напомним, что 18 декабря 2018 года французские войска заняли Одессу и предлагали Петлюре помощь в борьбе с большевиками, когда они увидели, что Германия покидает Украину. Вот что писала Le Matin. Новости с Украины и особенно из Одессы продолжают сбивать с толку и далеко не обнадеживают. Следующая депеша указывает на то, что город Одесса находится под прямой угрозой вторжения. Далее Le Matin транслирует информацию, которую получила из Лондона. Слушайте внимательно. Лондон, 23 марта. Многочисленные сведения указывают на активную враждебность причерноморских народов по отношению к войскам Антанты. Это яростная ксенофобия, источником которой является активная пропаганда большевиков, весьма осложняет положение наших оккупационных гарнизонов. Поясним. В видео о Скоропадском мы методы большевистской пропаганды живописно расписали. Она была направлена на свержение Скоропадского и вообще против западной цивилизации, что продолжается до сих пор. Вы понимаете теперь, откуда ноги растут. Еще дедушка Ленин заложил ненависть своих холопов к цивилизованному миру, и это до сих пор работает. Продолжаем читать заметку. Но еще более беспокоит то, что по точным сведениям нельзя считать генерала Петлюру, главу государства Украины, врагом большевиков в Москве и сторонником действий Антанты. Эта иллюзия могла сформироваться из-за позиции того же Петлюры, который, движимый чувством политического соперничества, выступал против распространения власти московских советов на Украину. Однако, по идеям и методам Петлюра ничем не отличается от Ленина и Троцкого. И если он какое-то время боролся с ними, то только потому, что хотел сохранить свое место. Утверждается, что после успехов Красной гвардии на территории Петлюры последний вступил в переговоры с московскими диктаторами. Правительство Советов гарантировало бы ему автономию, а Петлюра со своей стороны обязался бы бороться в связке с большевиками против поляков и империализма Антанты. Конец цитаты. Из этого вырисовывается, что Петлюра пытался петлять, но его видели насквозь. И с этого момента Запад четко уяснил, что Украина с таким лидером обречена. Вот поэтому и вышли такие заголовки: «Украинский предатель» и все такое. Запад понял, что украинское правительство не сможет дать отпор большевикам и по сути предал и Запад, и собственный народ. Это было разочарование. В итоге 5 апреля французы покидают Одессу, а 12 апреля 2019 года Петлюра, подтверждая опасения западной прессы, сформировал уже в Ривне, на краю пропасти, новый, но опять-таки левый кабинет министров во главе с Борисом Мартасом. Новое правительство не скрывало своих намерений создать в Украине республику трудовых советов, осуществить радикальную земельную реформу и заключить мирное соглашение с большевистской Россией. Здравомыслящие люди были в шоке, понимая, что к власти фактически пришли украинские большевики, которые полностью ориентировались на российских коллег и рано или поздно доведут дело до присоединения Украины к советской России. При этом Мартас обнародовал декларацию, в которой объявил своей главной задачей опереться на собственные силы без привлечения чужой военной силы. И Западу, глядя на этих додиков, ничего не оставалось, как поддерживать Деникина, который представлял антибольшевистские силы. Что же до Петлюры, то он направил своих повстанцев на борьбу на два фронта: с Деникиным, которого поддерживала целая Антанта, и как бы красными. Как это было, мы наглядно представили в биографии атамана Малашко. А вот Польша, она принимала предложение Антанты, учитывала ее требования и в конце концов получила независимость. Теперь перенесемся в Британию, куда 26 октября 2019 года комиссия по мирным переговорам направила отчет генерала Эдгара Джадвина из США, наблюдателя по Украине,
о событиях в Украине с 15 по 30 сентября. Джадвин расписал, как Украина воюет с поляками и большевиками. Петлюра, пишет он, протестует, что одежда и снаряжение, купленные у ликвидационной комиссии, не доставлены. Петлюра просит разрешить украинцам в Америке присоединиться к его армии. Говорит, что армия больна сыпным тифом. Он возмущается отсутствием признания со стороны союзников. Площадь Петлюры сократилась примерно до размеров Греции. Деникин расширился примерно до объединенных размеров Германии и Австрии. Попытки побудить Петлюру и Деникина продолжать совместную борьбу против большевиков не увенчались успехом. Петлюра объявил войну Деникину, и начались боевые действия. Деникин, однако, косвенно пытался способствовать теплым отношениям с петлюровскими галицкими войсками. События стремительно развиваются на юге России. Деникин использует большую часть своих войск на фронте против большевиков. Если армии Юденича, Польши, Колчака, Деникина, Петлюры и других будут работать вместе по общему плану, большевизм можно будет ликвидировать. И вот заметка из Нью-Йорка от 8 октября. Соперничающие российские лидеры. Петлюра борется с Деникиным. Лондонские советники говорят, что генерал Петлюра, гетман Украины, объявил войну генералу Деникину, который командует антибольшевистскими силами, оперирующими в Южной России. Таким образом, в головах Запада четко зафиксировалось: Деникин воюет против большевиков, его поддерживает Запад. А генерал Петлюра – это какой-то непонятный сепаратист, воюет против всех и вся, собственно, с антибольшевистскими силами. 10 ноября 2019 года в парламенте Британии говорили об Украине. Тема «Украинцы борются». Полковник Уэджвуд спрашивал премьер-министра через его представителей, помогает ли как-нибудь правительство Его Величества генералу Деникину бороться с украинцами под командованием генерала Петлюры. И если да, то есть ли какой-нибудь британский офицер с задействованными там силами, которому поручено доложить о принятых методах ведения войны. Генри Форстер отвечает: хорошо известно, что мы снабжаем генерала Деникина военным снаряжением, и эта политика за последнее время получила убедительную поддержку палаты. Добровольческая армия только недавно вступила в контакт с Петлюрой, и последний проявил враждебность, объявил войну Деникину, стало быть, он агрессор. Генерал Хольман доносил, что некоторые из петлюровских банд вероломно напали ночью на 2 эскадрона добровольческой армии после того, как с ними договорились. Что касается второй части вопроса, то да, есть английские офицеры связи, прикомандированные к войскам генерала Деникина на участке Одесса-Киев, часть которых контактирует с войсками Петлюры. Полковник Уэджвуд не унимается. Он спрашивает, следует ли это понимать, что английское правительство поддерживает генерала Деникина в борьбе с народом Украины, который на самом деле борется за независимость, а не за большевиков. Генри Форстер отвечает: нет. Достопочтенный и любезный джентльмен прекрасно знает, что техника, переданная в распоряжение генерала Деникина, была дана безо всякой оговорки относительно того конкретного врага, против которого он ее использует. На этом месте достопочтенные джентльмены заорали «Вау!», но Форстер продолжал: это правда, я просто констатирую факты. Случай, на который мой достопочтенный и любезный друг ссылается, случился недавно. Не сомневаюсь, что общая ситуация будет принята во внимание. И тут какой-то мистер Дэвид Ирвин задает вопрос. А в курсах, достопочтенный мистер, что украинцы заявляют, что это Деникин агрессор? Почему бы нам не предпочесть заявление украинцев, а не Деникина? Генри Форстер: да, сэр, но мы прежде всего доверяем заявлению британских офицеров. Мистер Джеймс Хог: принимая во внимание предполагаемое мирное предложение премьер-министра, вы предлагаете прекратить эти поставки? На что Генри Форстер предложил направить этот вопрос напрямую премьер-министру. Полковник Уэджвуд все еще пытается вписаться за украинцев. А можем ли мы послать петлюровцам английского офицера, а не ихнего к нам? На что Генри Форстер насмешливо ответил: а может быть, вы сами пожелаете туда поехать, достопочтенный и любезный джентльмен? И совершенно уверен в этом. На что достопочтенные члены парламента закричали: верно, правильно.
Капитан Бен хотел продолжить дискуссию, но спикер перешел к другому вопросу. Вот такие пироги. Раз мы помогаем Деникину, то и верим ему, ведь Деникин воюет с большевиками и хотя бы предсказуем, а Петлюра воюет со всеми, это какой-то непонятный упоротый левак. Недолго музыка играла при таком поведении, и 17 декабря 1919 года весь мир облетела новость: большевики захватили Харьков, Полтаву, Бердичев. Сообщается, что генерал Петлюра бежал в Польшу. 20 декабря 2019 года. Заголовок «Петлюра и Россия». Я просто поражаюсь, как точно журналист описал все обстоятельства. Петлюра находится в очень сложной ситуации. Он честный человек, но без широкого кругозора и четкого политического курса. Он совершенно потерялся в хаосе сил, тенденций и событий в Украине. Что подошло бы ему лучше всего, так это отказаться от Деникина и Петрушевича и вернуться к своему любимому статусу повстанца. Он мог бы в этом случае рассчитывать на несколько значительных отрядов, которые сегодня имеют с ним слабую связь. Это избавило бы его от необходимости разрабатывать собственную политическую программу, на которую он не способен при существующих обстоятельствах. Конец цитаты. Это финал. Это значит, что Петлюра к концу 2019 года не имеет абсолютно никакого авторитета в западном мире. Что делают в таких случаях? Меняют лидера. Выбирают, черт бы вас побрал, кого-то, кто бы соответствовал. И такие люди были, я уверена. Но наша болезнь, и она до сих пор никуда не делась. Это тянучка, это идиотские танцы на краю пропасти. State of insurgency, статус повстанца – это точная характеристика Петлюры. И она принесла Украине много горя. В видео о братьях Чумаченко мы уже проиллюстрировали эту его тягу к партизанщине. Дальше мы еще коснемся этой темы. И западные журналисты как в воду смотрели. Петлюра уже из Варшавы объявил партизанскую войну. И вот итог. 2 сентября 2020 года выходит заметка австралийского журналиста Ванса Палмера «Польша и Украина». Палмер сообщает о распространенном мнении, что Польша, наверное, хотела бы отделения Украины и ее инкорпорации с Польшей. Петлюру же Палмер называет украинским партизаном, который и рад бы присоединиться к полякам в начале, когда он думал, что сможет достичь независимости Украины с их помощью. И маловероятно, что союзники Польши одобрят какой-нибудь план объединения Украины с Польшей. Конец цитаты. А теперь, если вы стоите, то сядьте. Палмер пишет. Америка, в частности, протестует против любого дальнейшего расчленения России. Смешно, если бы не было так грустно. Америка и в 2023 против расчленения России. Американцы, наши любимые союзники, тоже ошибаются. Они отчаянно спасали Россию в 1920-м, 43-м, 91-м годах и все еще панически боятся ее распада. Это уже на каком-то генетическом уровне. Необъяснимо. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Тож ми зрозуміли, що цивілізований світ все бачить. 100 років тому у виборенні незалежності Фінляндії найбільшу роль зіграв Карл Маннергейм, а незалежність Польщі виборов Юзеф Пілсудський. Придивіться, як вони виглядають. Це герої своїх країн, державники. А ми програли лише тому, що наших Пілсудських та Маннергеймів на задвір'ї тримали. Це ми вміємо. А був такий патріотичний підйом, шалений. Ним можна було 3 України побудувати. Але червона пропаганда плюс в лідерах, як правдиво сказав західний журналіст, людина без широкого світогляду та чіткого політичного курсу. І найстрашніше, що уроків з того періоду ми не винесли. Годі обвинувачувати Європу та Байдена. Час вже подорослішати та винуватити самих себе в своїх помилках. І допоки ми не розставимо правильні акценти, петлюріада триватиме.